皆様、今日のキンキキッズのブンブブーンは放送休止だから、キンキキッズ第1放送は16時55分まで中断します。今度の番組は、もしもシリーズ第9回、もしもそれいけ近畿大放送が、1996年秋のスーパークイズスペシャルで優勝したら、16時55分、近畿の番組にお会いしましょう。まもなく12時4分です。Заправленная кровать. Сколько невест, согласно названию фильма, было у ефрейтора Збруева? 138. Верно. Назовите имя актрис Варлей и Крачковской. Вопрос. Точно. Сорт какого молочного продукта называется пармезан? Йогурт. Вы правы. Назовите имя русского композитора Мусоргского. Полная тишина. Абсолютно точно. Какая игра состоит из геймов и сетов? Вращается барабан. Правильно. Закончите афоризм древнего мудреца: надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы... Полная тишина. Верно. Какой английский драматург в своей комедии утверждал весь мир театр? Полная тишина. Вы угадали. Как называют неженатого мужчину, никогда не состоящего в браке? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Холостяк. Царицей какого государства была Нефертити? Одна подсказка, я сменю задание. Точно. Какого героя своей поэмы Гомер назвал хитроумным? Полная тишина. Правильно. С каким небесным телом сравнивают известного и популярного артиста? Тишина. Точно. Какое прозвище было у Порфирия Головлева, героя романа Салтыкова-Щедрина? Кинки-кидз. Верно. Мишель Легран – это композитор или кинорежиссер? Струнист. Правильно. Банк. Вы положили в банк сумму 125 тысяч. Раунд второй. И у вас в банке 125 тысяч. Какой спортивный снаряд называют так же, как вращающаяся часть телефона? Полная тишина в цирке. Верно. Как называется корабль, пришвартованный в Петербурге перед зданием Нахимовского училища? Это неправильный ответ. Аврора. Назовите режиссера фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Будьте внимательны. Неверно, Ильям Климов. Питон – это ядовитая змея или не ядовитая? Полная тишина. Верно. Переведите на французский язык выражение «такова жизнь». Абсолютная тишина. Точно. Банк. Как называется отвар, приготовленный из мяса? Я просил полную тишину. Точно. Сколько углов в прямоугольнике? 2. Верно. Назовите автора сказки «Новое платье короля». Стоп! Ганс Христиан Андерсен. Ветвь какого дерева стала символом и призом Каннского кинофестиваля? И не торопитесь. Пальмовая. Неверно. Химией или литературой увлекался знаменитый сыщик Шерлок Холмс? Встаньте, кто сказал? Верно. Какого животного не существует в природе? Морского льва или морского тигра? Встаньте! Знал это слово. Верно. Банк. Коленкор используют как переплетный или перевязочный материал? Встаньте, смените задание, была подсказка. Выйдите из зала. Точно.
Какое место в городе Эмиль Золя назвал чрево Парижа? Это тоже неправильный ответ. Рынок. Неверный ответ. Банк. Шаланда – это рыболовная лодка или прогулочная? Встаньте и выйдите из зала. Верно. Какой генеральный секретарь ЦК КПСС в 80-е годы начал перестройку? Встаньте и выйдите из зала. Точно. Как в театре называется нижний ярус лож, расположенный на уровне портера? Лютнист. Бенуар. Как называется процесс определения качества и вкуса вина? Время вышло, и вы упустили возможность заработать еще 125 тысяч рублей. А вот и нет. Раунд третий. И у вас в банке 250 тысяч. В каком фильме Роберт Де Ниро сыграл гангстера по прозвищу Лапша? Это они халявщики, а не я. Однажды в Америке. На территории какой страны расположены вулканы Этна и Везувий? Была подсказка. Вы угадали. Как звучал отзыв советских пионеров на призыв «Будь готов»? Прозвучала подсказка. Мы меняем задание. Правильно. Назовите фамилию мадам, чьи бриллианты искал Остап Бендер. Мы меняем. Вы лишили человека машины. Мадам Петухова. Банк. Жирафы относятся к парнокопытным или не парнокопытным? Более того, такого варианта ответа даже не было. Неверно, к парнокопытным. На берегу какого моря расположен курорт Мисхор? Полная тишина. Правильно. Какой стиль плавания получил свое название благодаря насекомому? Покажите крупным планом. Баттерфляй. Банк. Как назывался остров, о котором пел Казадоев в фильме «Бриллиантовая рука»? Мы вынуждены сменить задание. Простите, пауза. Точно. Что на Руси называли калитой? Сумку или головной убор? Это неправильный ответ. Неверно, сумку. В каком английском аббатстве были коронованы Вильгельм Завоеватель, королева Виктория и Елизавета II? Прозвучала подсказка, и как мне было не печально. Вы знали слово? Знал. Вы знали это слово, но тем не менее правила неизменны. Согласны ли вы с тем, что это правило должно соблюдаться всегда? Абсолютно точно. Назовите героиню, роль которой в фильме «Война и мир» сыграла Людмила Савельева. Полетели. Наташа Ростова. Назовите столицу Армении. Если будут подсказки, мы аннулируем ответ. Ха, верно. Банк. Символом какого праздника в США стала выдолбленная тыква с зажженной свечой внутри? Полная тишина в студии, как бы второй раз не получилось того же самого. Точно. Банк. Закончите последнюю строчку басни Крылова «Ты все пела, это дело». Полная тишина. Буквы. Верно. Банк. Пикадор — это пеший или конный участник кориды? Я просил полную тишину. Точно. Литература. Из-за какого продукта питания погиб Михаил Берлиоз? Тишина. Масло, Аннушка разлила. Каким французским словом называют поездку артистов на гастроли? Полная тишина, не мешайте. Верно. Время вышло. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 375 тысяч. Назовите фамилию русского графа, женившегося на крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Они меня вышибли. Верно. Пол — это фасон рубашки или юбки. Я прошу вас всех оставаться на местах. Правильно. В каком виде спорта прославился Арвидас Сабонис? Мы меняем задание. Верно. Трехстворчатое зеркало — это трильяж или трюмо? Воробей называется Аляпка. Угаданы точно 3 буквы. Аляпка. Верно. Как называется встреча государственных и политических деятелей с журналистами? Ну, хорошо. Правильно. Банк. В какой стране зародился танец рок-н-ролл? Это неправильный ответ. Нет, неверно. США. Название какой телепередачи совпадает с названием марки первых отечественных телевизоров? 282-72. КВН. Какую пищевую приправу добывают на озерах Альтон и Баскунчак? Уважаемые дамы и господа, одну секундочку. Это не первый случай в истории нашей игры, к сожалению, когда зрители, присутствующие в студии Ли, а в данном случае здесь, в зале, наказывают игроков, которые играют в игру. Они проявляют неуважение не только к себе, но и к тем людям, которые стоят здесь. Сейчас будет вывешено по правилам нашей игры, если звучит подсказка, будет вывешено новое задание. Я вас уверяю, слово будет несложным. Точно. Как называется и нотный знак, и приспособление для запирания замков?
Неверно ключ. Вы правы. Такой поэт проживал в Петербурге по адресу набережная реки Мойки, 12. Пока вешают задание, я все настойчивее и настойчивее прошу вас об одной вещи. Вы не хотите меня послушать, но поймите, я говорю искренне. Сядьте ближе, заполните вот эти трибуны полностью. Идите сюда. Правильно. На территории какого государства находятся города Бобруйск и Заславль? Ну, заполните трибуну. Вы правы. Банк. Как называются коренные зубы человека, которые вырастают последними к 25 годам? Совершенно верно. Зуб мудрости. Ирина Дерюгина была чемпионкой мира по художественной гимнастике или спортивной гимнастике? О, верно. Нет, неверно, художественной. К 80-му или к 90-му году Хрущев пообещал создать материально-техническую базу коммунизма. Заполните трибуну. Ребята, пересядьте, пожалуйста, так, чтобы, ну, мало ли что. Верно. Как звали ветеринара, которым рассказал свои сказки Корней Чуковский? Совершенно верно. Правильный. Банк. Оклахома — это штат США или Мексики? Нетрудно вам будет найти места, ну, да бог с ним. Пожалуйста, ближе, вон места. Ребята, спускайтесь вниз сверху. А вон места, вот места, вот места. Верно. Как в народе называют различные признаки, указывающие на предстоящее явление погоды? Корабль развязывает 24 узла, по-моему. В час. Ребят, такого варианта не было. Тогда капитан развязывает 24 узла. Морских узлов. Ну да, по-моему. Это неправильный ответ. Приметы. Как называется и часть рубашки, и ответвление русла реки? А вы можете отсюда вот пересесть на зрительные ряды, нормально. Правильно. Время вышло. Энтеросгель. Курсовой прием уменьшает риск интоксикаций при вакцинации от вирусных инфекций. Энтеросгель. Рекомендован для взрослых и детей. Раунд 5. Общая сумма вашего выигрыша составляет 500 тысяч. Какое растение по славянским мифам цветет в ночь накануне Дня Ивана Купалы и указывает на зарытый клад? Будьте внимательны, ребята. Папоротник. Как называется заход солнца за линию горизонта? Итак, полная тишина в зале. Внимание! Верно. Сортами какого культурного растения являются мускат и фитяска? Ну ладно. Нет, виноград. Как называлось государство полномочным послом, в котором был Грибоедов? Одну секунду. Вы создаете прецедент, а мы его создавать не собираемся. Есть точные и жесткие правила игры. Он отгадал, верно, он мог отгадать все 5 букв. Конечно, мог, но прозвучала подсказка, слышная здесь, где я стою. Значит, человек его наказал. Так случилось. И по-другому в поле чудес не будет. Персия. На чучеле какого животного засыпает герой Эльдара Рязанова в кинофильме «Гараж»? Полная концентрация. Верно. Каким французским словом называют топленый жир, в котором обжаривают кусочки мяса, рыбы, картофеля? Полная тишина в зале. Точно. Как называется и небольшой бутерброд, и диван с приподнятым изголовьем? Возьмите каждый шар в руку! Точно. Банк. Назовите скульптора, автора памятника поэту на Пушкинской площади в Москве. Лишние пазлы уберите назад в конверт. Опекушин. Как называют двух родных братьев с разницей в возрасте в 1 год? Степан и Федор. Погодки. Как называется третья по старшинству игральная карта с изображением женщины? Анна Курникова. Верно. Закончите пословицу, начинающуюся словами «на вкус и цвет». Пожалуйста. Правильно. Какое моющее средство, по мнению болельщиков, нужно изготовить из плохого футбольного судьи? Мы продолжаем. Мы продолжаем. Итак, супер игра. Верно. Какое название маленьких французских кафе произошло от русского слова? Команда «Молния», вы тоже закончили? Еще нет, все разбирает. Ребята, «Молния», вставайте справа от меня. Сейчас я проверю, как же с заданием справилась команда «Мираж». Бистро. Как называют любого учащегося, получающего высшее образование в гражданском вузе? Тишина.
Верно. Как называют человека, смотрящего представление в театре или по телевидению? Время вышло. Раунд 6. И у вас в банке 625 тысяч. Заменителями какого пищевого продукта являются ксилит и сорбит? Возьмите шары в руку! Верно. Литература. Из какого города, согласно тексту, пытался уехать в отцепленном вагоне человек рассеянный? Москва. Верно. Фильм Стэнли Кубрика называется «Взрывной апельсин» или «Заводной апельсин». Ну что же, 100-я программа. Мне жалко, я знал, что вы были почти у цели, но таковы правила. Верно. Как называются древние рисуночные знаки египетского письма? И не уходите! Верно. Банк. Какой гриб дал название сорту шоколадных конфет? Верно. Как называется помещение для стоянки и ремонта железнодорожного подвижного состава? Тишина, никаких подсказок. Мы будем аннулировать ответы в случае подсказок. Верно. Жизель Адана – это опера или балет? Тихо всем! Верно. Банк. Что в Древней Греции называли пифосом – сосуд или венок? Любая игра требует обязательно неукоснительного выполнения правил. Неверно, сосуд. До объединения Германии город Лейпциг находился в ФРГ или в ГДР? Перестаньте! Что вы творите там? Верно. Как называется краткий торжественный тост с пожеланиями здоровья? Нет, здравица. На какой реке расположены города Гавр, Руан и Париж? Стоп! Верно. Кумыс – это название напитка или каши. Остановите! Верно. Банк. Какое прозвище было у летчика, которого сыграл Вахтанг Киковидзе в фильме Георгия Данелия? Остановитесь все! Верно. Как называются 7 дней от понедельника до воскресенья включительно? 240 очков. Правильно. Ботва – это надземная или подземная часть картофеля? Время вышло. Раунд 7. Вы выиграли 750 тысяч. Старинную мужскую долгополую одежду называли картузом или кафтаном? Это сделано совершенно справедливо. Владимир Спиваков – пианист или скрипач? Остановитесь и полная тишина! Верно. Как называется деревянный валик для раскатывания теста? Я предупреждал вас! Правильно. Банк. Какие метательные снаряды носят в колчане? Посмотрите на меня все! Верно. Назовите фильм, в котором Томми Ли Джонс и Уилл Смит носили костюмы только черного цвета. Я сказал вам, что это не шутка. Вот этот сектор не участвует в том, что будет происходить. Вы исключаетесь из игры. Верно. Мокко – это сорт чая или кофе? Я прошу вас всех, раздайте шары. Возьмите каждый шар в руку. Каждый. Все. Верно. Как в быту называют спиртовой раствор бриллиантового зеленого? Не лопайте! Верно. Как расшифровывается слово «юнат»? Послушайте меня все. Верно. Название вина Мадера происходит от названия города или острова. Остановитесь. Верно. Банк. Как в литературе называются развернутое высказывание одного героя? Сосредоточьтесь. Не тратьте драгоценные секунды зря. Будьте внимательны. Монолог. Какой город в разное время назывался Царицын и Сталинград? Тишина. Верно. В каком уезде России жила героиня Лескова Катерина Измайлова? Остановитесь на секунду и послушайте меня. Верно. На каком музыкальном инструменте, кроме рояля, играл физик Альберт Эйнштейн? То, что вы натворили сейчас, я думаю, больше у вас не будет никогда. Я просил вас. Конечно, мы это вырежем все к чертовой матери. Верно. Банк. Словом «целовальник» на Руси называли продавца вина или жениха. Я прошу вас, возьмите шары в руки, все, каждый. Верно. Как называется золотоносный район Канады, описанный в книгах? Спуститесь вниз, то с шарами. Верно. Банк. Время вышло. А вы не успели положить деньги в банк. А вот и нет. Общий приз сегодня составляет 1 миллиона рублей. На кон поставлено 1 миллиона рублей. Какой пищевой продукт являлся жизненно необходимым ресурсом Деда Мороза в отечественном мультике «Дед Мороз и лето»? Тишина, поехали. Верно. Какое название пирожным в виде треугольничков придумали русские кулинары в 1912 году? 3
стерляди. Нет, Наполеон. Испытание какого изобретения, весившего 1 килограмм, прошло в Нью-Йорке в 1973 году с помощью передатчика, установленного на крыше небоскреба? Мешочек с волшебным песком остается у меня. И со счетом 5-4 в пользу команды «Буквица» мы переходим к следующему раунду. Большая карта! Нет, мобильный телефон. Назовите предмет бытовой техники, избавивший домохозяек от утомительного труда, который в серийное производство запустила немецкая фирма, переработав конструкцию маслобойки и молочного сепаратора. Я не знаю, произойдет ли то, что должно произойти. Это такая пауза идет. Верно. Какая область Франции дала название лучшим сортам оливкового масла? Нет, нет, на свои места, не надо так близко. Остановитесь. Точно. В какой французской провинции впервые было организовано производство игристых вин? Сядьте на места просто, сядьте, я должен видеть, сколько шаров. Абсолютно верно. Каким пищевым продуктом герой фильма «Служебный роман» пытался вывести пятно от вина на платье своей начальницы? Каждый поднимите шар в руки, каждый один шар. Один шар. Верно. В каком фильме царя Ивана Грозного убеждали в том, что в наше время отравиться килькой гораздо проще, нежели водкой? У вас не было шаров, поблагодарите тех, кто так радостно их там лопал. Вы правы. В честь какого пищевого продукта названа одна из башен Руанского собора, построенная на деньги, которые горожане платили за индульгенцию, разрешающую им употреблять этот продукт во время поста? А мешочек с волшебным песком вновь остается у меня. Нет, неверно, сливочное масло. В честь какого русского города был переименован изготовленный сыроделом Верещагиным сорт масла, который в России называли парижским сладким, а в Париже петербургским? Верно. Сегодня вы самое сильное звено. И вы сможете передать детскому дому Чернского района Тульской области сумму 1 миллиона рублей.